Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на будущее. Что или кто в вашей жизни появится неожиданно? Как изменится ваша жизнь до конца 2026 года? И это у нас период Урана в Близнецах. И, конечно, сам по себе транзит это не до конца 2026 года, это с заходом Марса на 2033 год. Но в нашем раскладе мы посмотрим, что нам подскажут карты, что же на самом деле будет меняться, что произойдет в вашей жизни в ближайшее, может быть, время. Ну и, конечно, это неожиданности, такие судьбоносные повороты. И вот с чем или с кем все это будет связано, давайте с вами узнаем. А я должна сказать, что Уран в Близнецах для вас символизирует 9-й дом. Это время мудрости, внутренних перемен. Уран помогает освободиться от устаревших моделей мышления. А кого-то из вас Уран позовет дорогу в путешествие, или вы впервые, может быть, задумаетесь о том, а не переехать ли мне, а не начать ли мне заниматься каким-то новым видом творчества, не начать ли мне что-то изучать. Словно, может быть, и были какие-то, знаете, как ограничения, или были как рамки, преграды, а вот теперь у вас появляются совершенно новые возможности. И у нас колода первая, это Ленорман, достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. В каких сферах жизни будут стремительные перемены, кто или что появится неожиданно. У нас сегодня 2 колоды. Чиро Маркетти, великолепный художник и знаток тайных символов, знаков. И дополним колодой второй. Понятно, раз такие стремительные перемены, стало быть, нам придется что-то переигрывать, видоизменять, возможно, и что-то завершать. Так вот и узнаем, что уйдет, что завершится. Возможно, вы откажетесь от чего-то сами. Что придет взамен в вашу жизнь, мои дорогие весы. Главное событие или что буквально спешит в вашу жизнь. Уже как событие на пороге, да, мы говорим. Что получится осуществить? Или в чем ваша сила, в чем ваши приоритеты? Неожиданный поворот судьбы. Может быть, это какое-то событие. Вот опять же, с чем или с кем это связано? Ну и достанем карту, к чему приготовиться. Возможно, это некоторая траектория, которая на последующий даже период. Ну или будем рассматривать как карту совет. Приготовиться к чему-то нужно. Итак, что же для вас неожиданно? Какая сфера жизни? Вообще шикарно. А ведь и правда я сказала, что новые возможности. Рыбы. И в колоде Ленорман рыбы это 2, как минимум, основных направления. Первое как раз и говорит о путешествиях, о переездах, о возможности осуществлять таковые. И, конечно, деньги, как богатый улов. Финансы, мои дорогие. Здесь какие-то добрые энергии входят в вашу жизнь, когда по максимуму для самих себя нужно, может быть, исполнить свою мечту. Или не отказаться, а на пару шагов ближе стать, а для кого-то из вас заработать деньги. По крайней мере, вот такие добрые энергии идут для того, чтобы вы не для кого-то, вы великие дипломаты. А когда именно вот какие-то новые ресурсы появляются, и вам нужно переложить на собственное благополучие, изобилие, процветание, все это предполагает карта. И это стремительные перемены, между прочим. Поэтому будут возможности. Конечно, от того, как вы с этим, как-то распределите, или как вы откликнетесь, может быть, на что-то, да. Тут ведь может быть та история, которая от вас потребует принятия такого важного решения, а для вас оно будет неожиданно. Давайте вторую карту откроем. В каких сферах жизни будут вот эти стремительные перемены, с чем или с кем. У кого-то это будет связано с оформлением документов, оформлением отношений. Башня – это не та башня, которая в Таро. Это система, порядок, структуры, юридические вопросы. И это мы не идем против власти. Мы не идем против какого-то, может быть, и уклада. Вполне вероятно, стремительные перемены сами по себе в законах. В сыром виде законы редко меняются, но, может быть, выйдут какие-то дополнительные, как приложение к закону, да, порой меняют кардинально первоначальное, звучание закона или первоначально какой-то смысл. Может быть, для кого-то из вас, вот вы прежде что-то не могли осуществить, а тут сложится таким образом, что, может быть, и придется воспользоваться, знаете, обходя
да, вот именно обходя, чтобы не создать себе каких-то преград или с кем-то договариваться. Все же по этой карте у нас часто проигрывается то, когда мы можем с чем-то быть не согласны. Пришли к какому-то чиновнику, да, или пришли к какому-то официальному лицу. Он нам говорит, да, вот по закону раз, два, три, вот у тебя такие есть возможности. А наше внутреннее где-то чувство или наше желание, ну, оно идет в противовес какой-то, или мы с чем-то не согласны, и все же нам говорят о том, что договариваться придется. И есть, ну, как минимум какая-то лазеечка, потому что в отличие от карт, опять же, Таро, в Ленорман башня символизирует структуру, как я сказала. Но это именно структура. Или этот документ, как я говорила, для вас несет, мои дорогие, безопасность, надежность, защиту. И, может быть, это, знаете, ну, где-то и вам придется наблюдать за тем, что происходит вокруг, для того, чтобы выстроить для себя правильные приоритеты. Может быть, иногда эта карта будет даже означать, когда вокруг вас вот в обстоятельствах что-то меняются, ну, знаете как, может быть, как и где вот вы находитесь, и общность людей, какие-то перемены, к примеру, да, среди коллег на работе, смена руководителя, например, на работе, но иногда эта карта все же казенное учреждение, и вот если средоточие власти, иногда это может символизировать, что, ну, как бюрократия, да, ну, все то, что я сказала. Но, может быть, вот этот бюрократический вопрос. Раньше не было каких-то возможностей. Или вам может быть что-то такое предложено, а вот от вас потребуется как раз ваша дипломатия, но не до блага кому-то, а самого, может быть, даже себя или саму себя уговорить или увидеть для себя какие-то плюсы, может быть, как раз в том вопросе, в теме, когда вы либо не видели выхода, или когда вы даже что-то отрицали. А здесь вот так будут складываться события, что нам именно это нужно принять. Вот тогда и стабильность, и надежность, но и ваши более прочные позиции, причем которые по закону. Третья карта. Кто или что появится неожиданно? Ого, мои дорогие девочки. Ну, принимайте от нашего расклада лишь то, что откликается вашей душе. Так вот, неважно какого возраста, здесь может состояться знакомство. Может быть и не обязательно знакомство. Все же тут у нас планетарный транзит Сатурна, будем говорить о Сатурне, это владыка кармы, это владыка судьбы или владыка времени, Кронос. И сообразно вот как раз владыки, если мы говорим, да, этот эпитет владыка времени, то где-то действует на нас по времени, оказывает влияние Сатурн в 2026 году, возвращая нас к какой-то прежней ситуации. Почему? Сейчас у нас Сатурн до конца июля в прямом движении, но он находится в тех же самых градусах, как на конец 2025 года, как на начало 2026. И о чем это? Что-то вам знакомо. Какая-то история, которая может быть и не шатка, и не валка. Или что-то там вот не развивалось. Или были какие-то сомнения, недосказанности, что-то вот вы не сумели оформить, может быть, или осуществить. Вот здесь есть какая-то история, которая, тем не менее, будет продолжать развиваться. Потому что, если мы говорим о карме, ну, это то, что нам где-то по судьбе. И более того, с конца июля, с 27 числа, и почти до конца года, до 11 декабря, в ретроград уходит Сатурн. И опять же, ретро – это какая-то прежняя история. Хорошо знакомая, может быть, знакомая до боли. У кого-то это может проиграться через взаимоотношения. С учетом карты рыбы, карты башня, когда, может быть, как судьба развела двух людей, или не было каких-то возможностей встретиться, съехаться, оформить отношения, вот такое тоже может быть. Но, конечно, будем реалистами, потому что все зависит не только от нашего желания, но и чтобы оппонент или другой партнер был тоже где-то в наших энергиях, я имею в виду, имел желание, да, что-то продолжать. Но, тем не менее, для кого-то из вас тут как... Вот смотрите, особенно для вас, мои дорогие девочки, тут как будто с розой, да, нам показан мужчина, который уже готов какой-то подарок. И причем такой серьезный, задумчивый. Может быть, это тот человек, который принимает какую-то меру ответственности.
Для вас, мои дорогие мужчины, я не исключаю, это вам придется какую-то меру ответственности рассматривать для себя. Но тогда вам это будет нравиться, потому что вот эта роза в ваших руках, и у кого-то это проиграется, как по Сатурну, уже знакомые отношения, а для кого-то это может быть новое знакомство, причем, когда вы куда-то поехали, и, может быть, поехали по работе с целью заработков, или когда... Вас, может быть, как направили или по работе, может быть, релокация офиса, да? Ну вот, то есть вы переезжали, не думая о личной жизни. А тут, ну точно, я не буду больше карт доставать. Смотрите, как волшебно. Два лебедя, да, нам Чермаркетти изобразил. Но вообще это карта сердца, карта любви, карта искренности и верности. Вот такие энергии идут до конца 2026. Ну давайте узнаем, а что же там завершается, что уйдет? По рыцарю мечей колкость, едкость, какие-то события, когда, смотрите, у кого-то это может быть с документами, даже с каким-то противостоянием, может быть, ну, по части власти иногда. Или когда было противостояние вы и руководитель на работе. Когда, может быть, было очень много проверок, особенно для тех из вас, если вы отвечаете за какую-то работу или отдел, участок работы. Может быть, предыдущий период, когда все время как палки в колеса кто-то вставлял. Вот это уходит. Может быть, и вы находились, мои дорогие весы, среди людей, которые для вас создавали как раз постоянные барьеры. Вот это тоже уходит. Возможно, это будет связано с каким-то человеком, который быстро менял мнение. Скорее всего, это тоже уйдет, завершится. Давайте узнаем, а что придет взамен. Но то, что приходит взамен, иногда это карта ожидания, но порой будет с учетом того, что у нас выпал аркан и мужчина изображен. У кого-то, правда, личная жизнь. Давайте достанем дополнительную карту. Что придет взамен для весов? Ну и правда, для кого-то не просто вопросы личной жизни, личной, ну как жизнь в паре, а еще и вопросы, которые связаны с детьми. Для тех, у кого нет пока деток, ну может быть это желание иметь ребенка. Может быть у кого-то из вас вот этот триплет проиграется как возобновление отношений, как с чистого листа, с какого-то нового формата. Может быть, именно с тем человеком, с которым прежде не достигнуто это было взаимопонимание. Или когда сам человек словно не мог определиться. Может быть, и, знаете, все же это на каждого знак зодиака влияет, как и Уран в Близнецах, так и вот эта конфигурация Сатурна. Люди делают выводы, причем каждый занимается чем-то своим. Поэтому в вашу жизнь могут приходить люди со своими переменами, как и новые появляться, но точно так же и уже достаточно известные персоны. Но тогда будьте готовы к тому, что они в вашу жизнь с элементом новизны возвращаются. Может быть, какое-то долгое ожидание. Вот я не случайно говорю, 9 жезлов и 9 дом гороскопа. Это тот период, а у нас изображен воин, который был или предшествовал, словно воин находился вот за этим забором из жезлов. В итоге берет один на всякий случай жезл и понимает, что наступило время идти вперед. В герметической колоде Таро это когда мы нарастили уже силу, мощь. Когда мы понимаем, нет, вот в этом месте нецелесообразно, неинтересно оставаться. Тут я уже все знаю, и у каждого по-своему проиграется. Вот это путешествие. Пусть это первые шаги вот такие сложные, будьте к этому готовы. Потому что тут действительно кто-то из вас будет завершать сам или сама вот это ожидание. Но есть с элементом новизны то, что вам очень хорошо знакомо. Причем иногда по этой карте мы говорим себе, вот в каком-то деле я сделал все, что мог. Поэтому у кого-то именно и проиграется та история отношений или история по части работы. Ну, где-то есть такое. Или это персоны, которых вы уже до этого времени знали. И были расставлены, как вам казалось, в чем-то точки. Ну, вот какой-то дежавю, похоже, вам с элементом новизны, ну, никак не избежать. Но будьте воинами. Потому что все неоднозначно, да, один жезл в руках у вас как будто бы, но он предназначен для того, чтобы как перед тем, как вот сделать следующий шаг, как будто проверить на прочность вот эту почву, да, чтобы
ну, где-то и себя сохранить, где-то и обезопасить. Поэтому, ну, и не рискуйте, безусловно. Ну и рассматривайте альтернативные варианты. Давайте откроем следующую карту. Главное событие. Что спешит, мои дорогие весы, в вашу жизнь? Или кто? Финансы. И не случайно тут у вас рыба. Это карта финансового успеха. Что спешит в вашу жизнь? Это, знаете, поддержка высших сил. Это карта такого очень емкого баланса. Ваша дипломатия не без этого. Но все-таки о финансовом успехе нам здесь говорят в первую очередь. Для кого-то из вас. И правда может проиграться, когда вам кто-то может прийти на помощь. Или у вас сложится какой-то союз, может быть и творческий, а может быть и личный, когда какую-то меру ответственности, да, к примеру, в том или ином эквиваленте, проценте определенная персона будет готова взять на себя или будет видеть свои, возможно, тоже интересы. Это как партнерские отношения могут быть и по бизнесу, по работе. Есть и ваш интерес, есть и интерес человека, и, может быть, вам придется связать воедино. Может быть, это и неожиданно, кстати, тоже. Но именно как и возрастание вашей роли, ваших возможностей, ну, я бы сказала, до конца 2026 года, мои дорогие весы, финансовая именно безопасность, стабильность и вот как помощь ангелов для вас будет приходить, чтобы ваша жизнь, она приобрела вот как какую-то твердыню или какой-то базис, чтобы, может быть, не было каких-то качелеобразных ситуаций, но и самое главное, это ваша ресурсность. Но я должна сказать, что все же эта карта подразумевает, что вы будете себе задавать вопрос, к примеру, купить ли что-либо, приобрести ли что-либо. Или к вам могут обращаться на протяжении до конца 2026 года «одолжи мне денег». Эта карта, я всегда говорю, работает только в одном направлении. Вам высшие силы помогают, но так не бывает долго. Вот до конца 2026 действует в отношении вас это правило. Но как только ты как будто отдавать в виде вот этой помощи или той доброй энергетики, возможности, которая идет сейчас в вашу жизнь, когда вы будете отдавать свою силу, свои знания, или, может быть, на что-то согласитесь, а это заведомо в пустоту будет, то тогда высшие силы могут перестать помогать. Ведь руки тянутся, да, за деньгами. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. И, может быть, кто-то вложит определенную сумму туда, куда не нужно. Или, то есть, или какой-то риск, может быть, вот это тоже, вот нельзя рисковать. То есть вам помогают, но и от вас требуется предельное внимание к финансам. Да, не все так однозначно, не расслабишься. По этой карте мы всегда должны вот эти финансовые победы приумножать, сохраняя. В чем ваша сила? Что получится осуществить для весов до конца 2026 года? Карта ожидания. Карта не та, которая, знаете, дает какое-то вот молниеносное решение проблеме. Иногда она будет говорить, что добрые дела наспех не делаются. И вот, знаете, как пришла вот эта женщина собрать богатый урожай, да, семерка пентаклей. Посмотрела, может быть, эх, не созрели, надо еще поухаживать или нужно, чтобы еще подросли. И если в вашей жизни до конца года будут такие ситуации, когда, к примеру, мы должны дождаться документа, мы должны, ну вот есть же четкие ограниченные сроки или какие-то параметры, или, может быть, нужно много бумаг собрать, пока мы их все не соберем, мы не перепрыгнем эту ситуацию. Поэтому нам будут говорить где-то, ну, ваше терпение, настойчивость будет вам помогать. Может быть, это и вам. Иногда по этой карте, если мы говорим 6 и 7, сохраняй как будто, да? Давайте еще одну карту достанем. Что получится осуществить? А праздник какой-то. Да, вот, кстати, для себя не навредить, вот хочется сказать, тогда будет у вас этот праздник. Праздник может быть буквально карта заслуженного успеха и еще одна 6. И, может быть, кому-то из вас придется совершить эту поездку даже потому, что так складываются обстоятельства. И в этом будет ваша сила. И я ведь говорила по 9-му дому, это мы
с 9 жезлов. Словно жили в каких-то ограничениях, каких-то рамках. А теперь как будто перед вами открываются возможности. Может быть, и получить какую-то важную бумагу кто-то будет получать, но, может быть, придется корректировать сроки, мои дорогие. Вот будьте внимательны. Кстати, тут может с учетом тройки кубков, может это что-то ускориться или часть вопросов, а часть замедлится. Будьте готовы, что вот временные рамки вам придется пересматривать. И, конечно, это карта мужества, которая говорит о том, что жизненный путь или какой-то путь сам по себе, да, вот именно как поездка, вам придется в одиночку совершить. Вам придется на что-то решиться, мои дорогие весы. Но в этом ваша сила. Может быть, вас уже, знаете, как никто не останавливает. Или вам никто не будет мешать. Все-таки мы смотрим, что получится осуществить. И, может быть, вот этот переезд даже. Или как сначала вы начинаете, тоже мы можем и так трактовать. Поехали как в разведку, увидели, поняли, нужно, не нужно, да, с каким-то вопросом или с человеком разобрались на местности, что называется. И, скорее всего, многие из вас на что-то решатся на более длительный период жизни. Для кого-то из вас конкретно карта говорит весы. А это и правда. Смотрите, у нас вторая половина года 2026-го. Именно дата такая X конца апреля, 26 апреля буквально, когда планета Уран в Близнецах. А Уран это всегда инновации. Это где-то и трансформация, безусловно, причем и неожиданности. И вот Уран, он теперь не в Тельце, таком несколько тяжеловесном, да, для Урана это не совсем комфортный транзит, а теперь в легких Близнецах. А Близнецы, как и вы, это стихия воздуха. Но к этому моменту у нас еще уже Плутон давно в знаке Водолея. И поэтому знаки, которые сами по себе переменные, что-то инновационное, альтернативное, да плюс еще и две планеты, которые олицетворяют какую-то перестройку, трансформацию. Вот оказываясь в воздушных знаках зодиака, для вас, мои дорогие весы, запускают какой-то волшебный период перемен. И, может быть, для кого-то будет освоение новых технологий, цифровых технологий, изучение языков. Иногда идет по этой карте, потому что эфир, пространство, интернет. Буквально нам тут пространство показано, и девушка в лодке. Вот тут может быть и символичный какой-то путь, а может быть и конкретно путешествие. То есть, а все-таки заслуженного успеха карта. Поэтому даже, знаете, как в той древней поговорке, путешествие в 1000 миль начинается с первого шага, на который потребуется мужество, но в этом ваша сила. Неожиданный поворот судьбы. А вот и правда неожиданный. Вот вам мужчина, вот вам император. Мои дорогие мужчины, я могу предположить, что все-таки вы будете в какой-то сфере принимать важные решения. Причем это вы, император, мои дорогие девочки. Может быть, вы столкнетесь с человеком очень важным в вашей жизни. У кого-то вопрос взаимоотношений, а у кого-то это власть, закон, возможности. Может быть, и финансы отчасти, да? Когда выстроили наши какие-то предпочтения и понимаем, договариваться придется. Все-таки император это не тот, который будет под кого-то прогибаться, да? Это скорее нам нужно, используя вашу дипломатию, может быть, даже с несговорчивыми императорами договориться. И, кстати, тут ведь может быть такая конфигурация. Может быть, на 100% вы с чем-то не согласны. Первая карта – рыцарь мечей. Может быть, это какая-то знакомая история. А тут вам вроде бы и возвращается какой-то вариант или какая-то возможность. Но от вас требуется тоже гибкость. Или рассмотреть этот самый вариант, хотя для вас, казалось бы, и я думала о другом, или я хотел чего-то другого. Но вот тут, видимо, знаете, как пройти какой-то узенькой тропинкой, себе не помешать, не навредить, а может быть, с важным человеком договориться, не упустить какую-то возможность, воспользоваться нужным моментом буквально так. Будьте внимательны. Будет одаривать вас судьба сюрпризами, когда и люди в вашей жизни неожиданно будут появляться, как и тех, кого вы знали, но так и те, которых, может быть, вы не знали,
Это люди новые. Вот у кого-то я и так тоже не исключаю. Причем по-разному, безусловно. Как и личная жизнь, буквально вопросы любви. Но, может быть, это вопросы юриспруденции, работы, контрактов, важных бумаг. Ну и власти тоже. К чему приготовиться? На этом перемены не заканчиваются. На этом только начинается аркан колесницы. Это о переменах. Поэтому приготовьтесь, перемены набирают ход. И ведь это тоже карта успеха. Поэтому, правда, проиграется вот такой момент. Смотрите, у вас 2 старших аркана. Тут как будто по судьбе. И может быть поначалу, да, еще начиная с мая, май, июнь, июль, вот постепенно, как колесо истории или маховик, как будто, который заржавел какое-то время, да, все-таки у нас 9 жезлов, тем не менее набирает ход, и к концу года у вас будут еще какие-то стремительные перемены, и это будет связано, может быть, с изменением в жизни кого-то как из вашего окружения или с какими-то важными решениями, может быть, и законами, но и вам-то самим, скорее всего, тоже захочется каких-то добрых энергий в свою жизнь, и вы будете сами где-то, ну, не скажешь провоцировать, но где-то искать для того, чтобы именно и поиск того, ну, может быть, как место под солнцем, поиск каких-то новых возможностей. Вы знаете, вот тут как игра жизни, которая вас завораживает, и, может быть, прежде вы были зрителем, а тут вы будете уже непосредственным участником. Вот поэтому приготовьтесь, перемены продолжаются. Может быть, заходом на 2027 год. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и за ваши добрые искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте статьи на моем сайте, а ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.